Здравствуйте. Тема сегодняшнего моего семинара – это мое учение о сознании. И в первую очередь я бы хотел рассмотреть вопрос именно оздоравливающего уровня данного уровня учения. Потому что когда мы говорим о сознании, то прежде всего мы рассматриваем элемент восприятия человека, например, именно тот элемент, когда человек воспринимает самого себя, и при этом здесь основным элементом является, что человек рассматривает свою собственную душу, которая его же и построила, но через структуру сознания. То есть получается, что мы смотрим на свое сознание как на отдаленный от себя уровень, и при этом фактически ищем собственную душу, по сути. А когда мы говорим о поиске души, то в данном случае мы всегда имеем в виду, что душа, которая создает тело, это есть уровень, который мы рассматриваем прежде всего, например, в физическом теле человека, когда говорим о теле как таковом изначально. И при этом данная, например, структура управления прежде всего касается того уровня здоровья, который изначально дан Богом. Поэтому я бы хотел рассмотреть в данной лекции именно уровень, когда сознание рождается Богом, и при этом человек имеет сознание, идущее от Бога. Когда вы рассматриваете этот уровень, то ваше собственное здоровье – это есть то, что вы прежде всего рассматриваете как структуру собственного развития. Например, до вашего уровня организации, когда вы, предположим, еще не были созданы, но при этом ваш элемент сознания в будущем уже существовал. Для Бога существовал всегда уровень здоровья, включенный и в физическое тело. Если мы рассматриваем, предположим, тело как форму сознания, ведь из тела исходит, например, первичный импульс сознания, при этом, если мы рассматриваем форму, которая содержит сознание, то тогда мы можем понять работу внутренних органов по отношению к Богу, к единому Богу, к Создателю. Если так рассматривать структуру сознания, тогда то, что мы видим в виде действия Бога, это прежде всего то, что как Бог строит независимо каждый орган. Ведь, по сути, сознание человека – это то, что определяет его, в общем-то, в том числе повседневную жизнь, по существу, в которую входит и то, что человек, в общем-то, действует независимо от первичного уровня организации. Человек рожден, он какое-то время развивается, при этом уровень сознания как будто бы расширяется, но в данном случае я бы хотел рассмотреть сознание изначально данное Богом, при котором вы имеете всегда один и тот же, в общем-то, статус собственного развития, изначальный статус. Когда вы это имеете, то расширение сознания – это всего лишь навсего познание собственной души, по сути. Опять я здесь перехожу к структуре стыковки, где душа стыкуется с сознанием, и причем стыкуется в уровне изначальном, там, где есть Бог. И когда вы видите этот уровень как уровень, идущий к вам, издалека, то вы имеете оздоровление через внутренние органы. Вот здесь технология, она совершенно конкретна. Когда мы говорим об структуре учения моего о сознании, то оздоровление, идущее из внешней среды, это есть оздоровление, идущее от Бога. Логически это, в общем-то, всем понятно, все создано Богом, поэтому идущее извне – это всегда идущее от Бога. Когда вы рассматриваете структуру внутреннего оздоровления, например, вы осознаете, что функционирование, предположим, внутренних органов – это есть некие какие-то связи, предположим, каждого органа или всех с одним, и тогда это оздоровление – это есть то, что создает ваша душа. Поэтому, когда вы говорите о сознании Бога совмещенном именно с вашим сознанием, то одновременное понимание того, что вы создаете себя, и в том числе вся внешняя реальность, это есть идущее от Бога, вы получаете цельный орган. То есть, чтобы вообще понять форму органа, внутреннего органа, без рентгена, без каких-то морфологических вариантов, атласов и так далее, вы можете его понять прежде всего комплексно. То есть первый уровень понимания органа – это всегда многомерная система. И орган, любой внутренний орган – это всегда, в общем-то, то же самое, как, например, вы осознаете весь внешний мир, совершенно многомерные высокоскоростные процессы,
и при этом как бы вы же не останавливаетесь, как правило, на чем-то одном, на какой-то, например, звезде, да, перед тем, как зафиксировать понимание. То есть есть некий уровень очень быстрого обмена информацией. Такой же уровень осознания внутренних органов должен быть первичным с точки зрения начального уровня организации органа. Поэтому, когда вы видите свой внутренний орган именно как элемент максимальной скорости информации, вы его оздоравливаете. И при этом вот просто сейчас я, когда говорю, сделайте просто конкретное управление, связанное с тем, что ваше оздоровление – это то, что вы воспринимаете как управление, идущее и от вас, и идущее к вам, и при этом на очень высокой скорости. То есть вот чем выше скорость, тем выше вы, значит, ну, берете как бы планку, да, уровня управления внутренними органами. Почему я начал все-таки здесь в данном случае оздоровление с понятия внутренних органов, потому что если мы говорим о том, чтобы не было, да, предположим, глобальной катастрофы, то достаточно заявить, что существует как бы одна там внутренняя клетка, да, в нормальном состоянии, то понятие нормы для одной клетки – это норма, вообще говоря, всего организма. Поэтому, если мы говорим из уровня корневых систем развития управления, то достаточно заявить о норме одной клетки, мы имеем, в принципе, норму всего мира. Поэтому, когда мы говорим об оздоровлении реальном, да, согласованном со всем миром, и при этом мы говорим о том, что оздоровление касается в том числе, ну, например, гармонии развития мира, о том, что мы учитываем, там, предположим, предысторию, да, или будущую систему развития мира, то мы можем говорить, что каждая клетка имеет такую же скорость, как и вся информация внешнего мира и внутреннего мира, то есть по отношению к данной клетке. Ну, предположим, атомарная система, да, молекулярная и так далее. Следовательно, мы опять приходим, вообще говоря, к Богу единому. То есть мы видим там, где начинается уровень Бога. Когда мы проходим дальше, то изначально все равно мы встречаем уровень создания этой клетки Богом. Когда мы, например, хотим вывести опять на логику, да, на сознание логического плана, то переходим снова к сверхскоростным процессам, но уже проявленным в душе человека. А вот в душе человека сверхскоростные процессы сознания – это просто статика света. Вот обратите внимание, чтобы восстановить, например, орган, да, какой-то внутренний, можно, предположим, или выходить на синхронизацию скорости внутреннего органа и всего внешнего мира. Да, первый элемент достаточно, в общем-то, простой. Достаточно настроиться просто на скорость, где внешний мир гармоничен, да, и внутренний получается. И второй элемент – просто найти точку, которая просто как бы в одном месте светится, и все. И когда вы эту точку, как точку свечения души, значит, видите, в общем-то, правильно, то есть видите там, где она, вообще говоря, есть. Вот здесь вот основной статус сознания. Здесь будьте внимательны, сознание позволяет человеку видеть то, что есть. Ну, предположим, я диагностирую какой-то там борт, да, самолет или там какой-то реактор ядерный, так и происходит. То есть там действительно есть такой дефект, а статус сознания он всего лишь навсего расширился до уровня, ну, вот, предположим, там, как конкретного объекта, да. Если это человек, то, например, это будет сразу лечение все-таки человека. То есть сознание устроено так, что там есть уровень управления, сразу же есть, он содержится в плане как бы необходимого атрибута, вот, элемента, ну, данной среды. И оптика сознания, она отличается тем, что восприятие человека – это, в общем-то, светло-золотистый цвет, как правило. То есть человек воспринимает элемент сознания как систему, приближенную к телу. То есть я говорю сейчас все-таки о сознании, именно том уровне сознания, где существует первичный уровень организации от Бога. Потому что есть еще уровень следственного сознания, есть уровень расширяющегося сознания. И поэтому, когда мы говорим о том, каким образом, предположим, нам нужно дифференцировать сознание, то нужно разделить в оптической фазе светло-золотистый уровень, который близко к телу. При этом, кстати, это не является понятием ауры там, или некого биополя. Это есть уровень сознания, который совершенно автономен и имеет вот такой исключительно, в общем-то, золотистый цвет. То есть, предположим, выделив фракцию сознания, приближенную к телу, мы постараемся найти элемент присутствия или действия Бога, да, между сознанием человека, как внешней средой, и телом, физическим телом человека. Для этого достаточно как бы пройти внутрь между сознанием и телом, и мы увидим, как Бог делает как бы извне, да, делает и сознание, и тело одновременно. Тогда мы увидим
статус собственной души, что душа хочет в данный момент. И когда вы, например, данное действие рассмотрите как действие управления, то вы получите, прежде всего, то, что при вашем действии вы в сознании получаете сразу же практику управления, которая, ну, во-первых, она спасает всех, во-вторых, вы набираете опыт следующего развития, то есть следующее действие содержит все предшествующее. Ну, предположим, как там в математике, да, все следующие действия содержат, предположим, предшествующие там теоремы, доказательства и так далее, как, в общем-то, в любой науке. И когда мы поставим задачу именно такой уровень, в общем-то, познания собственного сознания или сознания внешней среды, то вот этот уровень как бы разделения, да, световых систем, то есть золотистый свет, то, что вы воспринимаете в своем сознании, и ваше собственное физическое тело, и при этом нахождение Бога действующего, именно как Он действует в виде оптики, что делает Бог, формируя ваше сознание. То есть ведь мы хотим действовать правильно, поэтому лучше видеть, как Бог указывает, да? То есть в сознании это можно делать совершенно точно, в общем-то, если задастся целью, потому что сознание — это вся система реакции, да, вся система восприятия, и, в общем-то, уровень регулирования, структуризации души, уровень, где душа развивается с точки зрения восприятия. Таким образом, мы пришли к понятию духа, который является несущей платформой для присутствия Бога. Когда вы приходите к этому, то вот это разделение, ну, это похоже на то, что, предположим, вот если есть, например, гидрокостюм, да, то человек осознает, что гидрокостюм плотно прилегает к телу. И структура сознания — это все-таки плотно прилегающая среда, в первую очередь, к физическому телу. Вот первый уровень восприятия, как он, например, новорожденного, это прилегающая среда к физическому телу. И если мы рассматриваем этот процесс изначально, от рождения человека, да, вот истинного как бы уровня биологического рождения, где биологический уровень подразумевает то, что, например, родители этого человека, они находились в этой, например, внешней среде, они были созданы изначально также Богом и так далее. Тогда мы видим, что, например, плод воспринимает всю внешнюю среду как структуру разумную, которая направляет его, например, да, в какое-то будущее. И с этой точки зрения будущее для ребенка — это совершенно управляемая система. Иначе бы вот норма развития ребенка была бы, ну, в общем-то, или замедлена, да, или видоизменена. То есть для новорожденного и, вообще говоря, для уровня внутриутробного развития все будущее совершенно точно и совершенно понятно. И более того, чем, там, скажем так, меньше срок, да, беременности, тем более точное будущее видно плоду. Поэтому по аналогии мы можем сказать, что если мы, например, поставим задачу распознания точных характеристик будущего, то получается, значит, мы как бы формируем внешнюю среду по отношению, ну, в общем-то, к тому, как новорожденный уже находится, да, в нормальной, фактически всегда в среде изначально, если, например, патологии нет течения родов, то тогда получается вот этот уровень как бы соформирования, он помогает, вообще говоря, является исключительно таким интенсивным методом по формированию структуры собственного здоровья, когда вы в понятие здоровья вкладываете также и структуру развития сознания, структуру нормы, да, внешнего мира и внутреннего мира. Теперь мы вот уже пришли к структуре внутреннего мира, когда вы, например, задаетесь целью, в общем-то, сделать, предположим, да, управление, поставить оптический какой-то план или что-то понять, то понятие внутреннего мира всегда для сознания это все-таки поиск, да, поиск конкретного места, где этот внутренний мир должен быть реализован. И когда вы это, например, делаете, то есть стараетесь найти структуру внутреннего мира, то вы, по сути, ищете структуру, где есть динамика души в вашем сознании, где душа, ну, предположим, развивается, да, как найти структуру, где душа развивается в тот момент, когда душа изначально дана Богом, и она, вообще говоря, существует в неизменном для Бога состоянии. А как вот, например, посмотреть глазами, ну, скажем так, человека, да, собственными глазами, чтобы, предположим, найти все-таки структуру развития души. Получается поиск, в общем-то, внутренний поиск, да, вот понятие внутреннего мира человека. И это многосложное понятие, вот в структуре моего учения о сознании, все-таки оно нуждается в достаточно конкретном понимании обозначенности процессов. То есть человек должен совершенно точно понимать,
на уровне сознания, что будущее имеет очень конкретное очертание, будущее имеет совершенно четкие положительные характеристики, то есть вектор как бы положительных сил там объявлен совершенно однозначно, и они статичны. То есть человек, в общем-то, развивается, зная, что у него существует вектор благоприятный, то есть статичный, где развитие всегда, в общем-то, положительно. Когда вы данный вектор находите, вы приходите к понятию развития в детстве. То есть, вот обратите внимание, в детстве, да, растяжение времени другое, то есть день воспринимается, например, да, длиннее. В детстве человек по-другому воспринимает краски, и если вы, например, постараетесь вспомнить ощущение детства, то мир, он более широк, то есть он более объемен, то есть внешняя среда, формирующая рост ребенка, она шире как бы для структуры сознания ребенка. И когда вы постараетесь понять, почему так, да, происходит, вот, то если мы берем, ну, внутриутробное развитие, где узкое пространство, формирующее сознание, сейчас я уже говорю о структурах формирования сознания, что это пространство, это есть управляемая среда, то как только человек рождается, он старается расширить духом, прежде всего, расширить структуру внешнего мира. То есть он делает, в общем-то, управление со своим ростом, расширяет одновременно внешний мир. И когда вы, например, ну, здесь задаетесь вопросом, как влияет, предположим, да, развивающееся сознание, там, развивающееся тело человека на внешний мир, то сделайте внешний мир неразделимым с вашим сознанием. Вам, в принципе, какая разница, как воспринимать себя, как воспринимать внешний мир? Сделайте это однородной системой восприятия. Тогда влияние на любую среду будет совершенно простым. То есть одним действием сознания вы влияете на любую структурную среду. При этом влияние совершенно будет положительным, потому что вы ничего не нарушаете. Когда вы делаете единство мира, вы же становитесь ближе к Богу, к единому Богу, имеющему единое физическое тело. Получается, что как только вы приходите к такому механизму влияния, ваш физический мир становится более как бы широк, но он одновременно становится сконцентрированнее, то есть он как бы входит внутрь. И для сознания человека получается, что чем больше мы имеем событий, тем больше сжимается физический мир. И когда вы, например, исходите, ну, из того, как вообще сделать, чтобы человек не умирал с точки зрения развития собственного сознания, сделайте так, чтобы сжимающийся мир как бы синхронизировал с уровнем детства, то есть с расширяющимся миром. При этом не самим как таковым детством, да, а со структурой мира, растущего от вашей клетки, от вашего организма. И в первую очередь от вашего внутреннего мира получается. Ведь я в данном случае сказал именно о внутреннем мире сейчас. И когда вы, например, начинаете анализировать положение внутреннего мира по отношению к вам, то вы видите, что внутренний мир, ваш внутренний мир, создается единым Богом в той области, где сознание действует. Вот поэтому получается, что поиски, ну, как бы точки внутреннего мира, да, это есть динамика сознания. Поэтому, например, человек, если он задастся вопросом все-таки там познать свой внутренний мир, то от элемента познания сознание, в общем-то, становится более еще динамичным, и внутренний мир просто, например, он расширится, но, например, зафиксировав даже если на каком-то понятийном уровне свой внутренний мир, мы видим, что он мгновенно начинает как одновременно и расширяться, так одновременно и сжиматься, да, в точке, значит, одной и той же причем. То есть сразу же видно и эффект расширения, и эффект сжатия. И получается вот эти два эффекта, которые, в общем-то, выглядят в виде серебристого цвета, они превращаются в золотистый цвет, если мы смотрим на них со стороны. И вот тогда мы начинаем анализировать, а чем же тогда мы смотрим, да, как мы воспринимаем данную оптическую среду. Так вот, в моей структуре учения о сознании передача данных, передача информации именно, например, о вечном развитии, передача информации о бесконечном развитии происходит просто всего лишь навсего тем, что человек, обладающий, например, да, функцией управления сознанием в область бесконечного развития, может эту функцию как бы просто засветить. При этом засветить путем создания именно переходного уровня. То есть серебристый цвет переходит в золотистый. И все. И при этом уровень перехода – это прежде всего тело человека, так как я рассматриваю в структуре управления через сознание прежде всего оздоровление, то тело человека здесь рассматривается как структура понятная для человека. Ну, что может быть, да, более понятным, чем тело человека, для самого человека. То
То есть человек, в принципе, естественно, тело понимает, на определенном уровне он совершенно четко управляет своим физическим телом. И при этом вы, когда, например, делаете управление, идущее, предположим, от вас, то вы получаете, в общем-то, что ваше управление – это прежде всего то, что вы видите и воспринимаете все-таки сознанием. То есть сознание как управляющий элемент, где принятие решения, принятие, предположим, функции управления на себя, да, принятие решения за другой объект информации, потому что понятие управления – это все-таки ответственность и за другой объект информации. Да? Где-то растет трава, где-то взлетает самолет, где-то не должна, например, да, взорваться ядерная станция, при этом вы можете усиливать одно и то же действие многократным действием сознания. Например, там, если мы рассмотрим такое понятие, как что ядерная станция не должна взорваться, то, вот, предположим, уровень отрицания этого действия, то есть уровень многократно усиленный вашим сознанием. То есть вы можете просто одним действием, что она не должна взорваться, и при этом вы многократно усиливаете функцию сознания в данной области, ядерная станция не взрывается. Когда вы, значит, усиление рассматриваете как, предположим, светооптический процесс, то вы видите, что это можно перенести на любую структуру, да, на отсутствие воина, на отсутствие там, да, неравенства, какого-то уровня управления, где, в общем-то, воин может, в принципе, вообще не быть, потому что уровень сознания – это все-таки уровень как бы больше логического, да, статуса решения. И вот здесь мы переходим к системе, где, значит, рассматриваем действие Бога в плане, предположим, там, разрешения конфликтов с точки зрения там, наращивания функции сознания. Ведь изначально Бог, Он не дает все равно, в общем-то, даже и первичных признаков, приводящих к разрушению. Следовательно, элемент разрушения, элемент, предположим, ну, некого там, катастрофического уровня развития событий, это все-таки элемент, где сознанию не подконтрольны, да, внешние процессы. Получается, что задача, предположим, сделать так, чтобы, ну, там, не сошла лавина с гор или не началась война, не были уничтожены люди, причем речь идет о том, чтобы не были уничтожены все люди, или в том числе вообще ни один человек. То есть вот задача совершенно для сознания, она, в общем-то, в идеальном смысле здесь совершенно практичная, потому что сознание формирует собственное тело человека, следовательно, там принципы неразрушимости, в общем-то, заложены как элемент функциональности, как жесткая структура управления. И когда вы с точки зрения этого процесса начинаете рассматривать, как все-таки не допустить катастрофы, получается, всего лишь навсего нужно развить свое сознание на уровень как бы внешних процессов, да, то есть придать больше функций управления, идущих от уровня, в общем-то, больше как бы вашего развития, да, в эту область. А что сделать, чтобы развиться в область, ну, совершенно конкретный пример, там есть ущелье, нужно, чтобы землетрясение, да, не привело к еще большему развитию трещины, да, в данном ущелье. Вот конкретный пример. Я не говорю место, например, да. Чтобы развить, в общем-то, свое сознание в ту область и сделать, чтобы не было трещины, то мы, прежде всего, исходим из того, что если трещины нет, это уже, в принципе, хорошо, потому что, ну, есть некая равновесность системы, да. Человек, идущий по краю ущелья, по крайней мере, не упадет, да, который даже раньше ходил по этому ущелью. Уже есть некий плюс. То есть сознание обладает функциями как бы первичной изначальной диагностики событий, заложенной уже в само сознание. То есть вот понятие того, что это есть и это правильно, это есть первичная функция сознания. И когда мы говорим о понятии, предложим, ясновидения или там яснознания, неких процессов прямого знания, то это, вообще говоря, совершенно явный и самый близкий к физическому телу человека элемент сознания. Он просто-навсего почему близко? Потому что он очень близко стыкуется с душой. То есть именно уровень стыковки с душой, это, в общем, достаточно в оптике небольшая как бы прослойка духовной фазы оптической. Предложим, с одной стороны, мы рассматриваем структуру души, с другой – сознание и структура духа, имеющая прямой контакт с Богом. При этом, когда мы говорим о прямом контакте, мы говорим, что Бог присутствует и в действии правильном. То есть ведь действие правильное, да, выполнение задач Бога, следовательно, вы вполне можете сказать, что в действии правильном есть присутствие Бога. Когда вы рассматриваете эту конструкцию вне себя, или как бы смотрите на оптику вне себя, то вы очень четко определяете вокруг себя полис присутствия вашего сознания. Таким образом, я сейчас выявил как бы первичные параметры
как бы физического присутствия сознания, причем лично вашего, когда вы выявляете, что ваше сознание находится, например, в конкретном, да, в физическом месте, находится возле вашего физического тела, его становится проще изучать и проще, в общем-то, управлять. То есть, когда я начинаю говорить о границах сознания возле физического тела, то границы на уровне духовного знания, духовного зрения, они видны, на уровне души вы видите бесконечную среду. Получается, как бы, двупараметрическое зрение, даже, в общем-то, многопараметрическое, потому что вы видите зрение Бога, как Бог видит ваше сознание одновременно, но видите это уже разумом, то есть функции развития сознания данным от Бога. Ведь другие структуры мира, они также обладают, в общем-то, сходными системами, такими как сознание в плане ориентации, да, положения в среде, самодиагностики, самообеспечения. И разница в том, что если есть совершенно однотипные системы, предположим, находящийся камень где-то во внешнем мире, там, дерево, любой другой объект информации, он обладает функцией нахождения в данном месте, независимо причем от всех внешних систем. Независимо от того, что камень лежит, например, да, где-то, или дерево тоже находится где-то. Я говорю об абсолютной системе координат. То у человека эта абсолютная система координат находится в его действии, в развитии. То есть человек статичен в данном месте, потому что он постоянно развивается. И вот это принципиальная разница, которая делает человека именно подобным Богу. То есть человек начинает развиваться от своего личного действия, и когда вы вот этот уровень подобия начинаете сжимать, то есть приближаться уже ближе к Богу, к его задачам, к целям, то вы понимаете, что чтобы быть вечным, да, на уровне просто развития сознания, достаточно вот эту функцию сжатия внешнего мира перевести как бы, ну как уровень песочных часов, да, через некое там сопло, значит, перевести в структуру как бы обратную всего лишь навсего количеством действий. В чем разница между ребенком, да, и старым человеком, что как бы у ребенка считается больше следующих действий. Если вы элемент следующих действий критериально перетягиваете вперед, то есть все время ставите задачи, то получается, что вы и развиваетесь, соответственно, ну, например, там, молодеете, оздоравливаетесь и так далее. И по аналогии можно, кстати, сказать, просто в практическом, что ли, варианте, что много людей, которые ставят достаточно, в общем-то, долгосрочные цели, активно работают, они в районе, в основном, 70 лет начинают ощущать элемент омолаживания где-то совершенно четко, там, до уровня где-то 16-летних, как правило, элемент сопоставления связан с тем, что они связывают это, предложим, там, с получением паспорта. Вот элемент как бы второго паспорта, да, если вот эту систему событий нарастить, мы получаем очень сильный элемент омоложения, но омоложение это все-таки, значит, не фундаментальная структура, как бы структура, позволяющая как бы ощутить, да, управляемость системой. Другой вопрос, если человеку нравится, да, находиться, предположим, там, в пожилом каком-то возрасте и жить бесконечно, его никто не ограничит. То есть функция омоложения – это просто система управления. Как сделать так, чтобы понятия вечной жизни в развитии своего сознания, эти понятия были бы реальными с точки зрения как бы любого возрастного как бы уровня, да, человека. Для этого нужно просто, чтобы линия событий, которая идет от человека, в большей степени как бы инициируется сердцем человека, она бы в виде прямого луча шла непосредственно к Богу, к физическому телу Бога. То есть, когда вы находите эту структуру, ваша генетическая система начинает развиваться так же, как, в общем-то, ДНК, развивающаяся, ну, предположим, там, в вакууме, где-то совершенно вне вас. Тогда ваши, значит, молекулы, да, ваши атомы начинают самонастраиваться по отношению к вечному уровню. То есть сознание можно строить, то, о чем сейчас я сказал, только лишь на основе оптических систем управления. Его можно развивать в сторону вечного развития. Да? Практика очень проста. Луч, идущий в сторону физического тела единого Бога, достаточно его найти хотя бы там, на уровне разума, на уровне целей, задачи, на уровне конкретного физического тела. И когда вы имеете прямую стыковку, вы получаете управление, идущее одновременно и от Бога, и от вашего действия. То есть структура вечности как бы входит в такой в спокойный, в общем-то, как бы структурный комплекс. То есть уровни управления, вот оптического, такого серебристого, в общем-то, светлого цвета, они приближены к вам настолько, что вы видите, что управление вашим телом, значит, можно вам осуществить из любой приближенной к вам точки.
тогда получается, что когда вы делаете управление, идущее от, например, души, то вы видите уровень сознания уже душой. До этого я сказал, что вы можете видеть уровнем духа. Когда вы уровнем души и духа видите одну и ту же границу сознания, своего собственного вокруг себя, то вы в первую очередь воспринимаете физического тела. Так же, как ребенок воспринимает в момент зачатия. То есть вот когда происходит зачатие, у человека идет вот такой уровень восприятия. Когда вы этот элемент начинаете осознавать, то формирование всех будущих процессов, да, всех будущих клеток, это, в общем-то, ваша собственная структура, основанная только на сознании. Ведь в момент зачатия у человека есть, вообще говоря, уже развитое сознание, которое контролирует систему будущего развития. Получается, что у человека есть уровень, где сознание уже развито. Логически просто, в общем-то, получается, хотя и духовная диагностика одновременно дает постоянно то же самое. Значит, мы можем сказать, что, например, там внешняя среда, внешняя реальность, там бесконечные некие миры и так далее, все это заложено как структура, в общем-то, получается, по сути, сознание человека, где сознание проявлено именно всеми следующими событиями. И поэтому, когда я сказал, что чем человек как бы раньше, вот момент зачатия, тем более у него, в общем-то, понятно будущее. То есть он будущее видит более положительным и более, в общем-то, устойчивым. Потому что всего лишь навсего все будущие события изначально даны сразу Богом. Логически это понятно. Значит, поэтому, когда вы сейчас вот начнете делать управление по структуре собственного сознания и начнете делать так, чтобы ваши события были положительны, постарайтесь выйти в эту точку, где вам будущее было совершенно понятно и совершенно положительно. Бог изначально дает положительное будущее. И как только вы в эту точку войдете, сделайте такое управление. Серебристый цвет с переходом в золотистый, всего лишь навсего в этой точке. И серебристого сразу же выход в золотистый. Тренинг очень простой, но очень сила там, кстати, очень серьезная. Будьте внимательны к клеточной системе. Могут быть элементы как бы тепла в организме, это нормально. Так что вы делаете управление, я поработаю вместе с вами. Когда делаете управление, переходите на творческий уровень. То есть пусть вам будет интересно. Дело в том, что управление – это то, что вызывает интерес. И когда вы видите следующую структуру управления, то сам интерес, он приводит к тому, что реально становится управляемой. Ведь задача, в общем-то, управления – это в том числе и организация внутреннего мира. То есть вы должны работать с интересом, формируйте интерес к управлению, не просто как бы, ну, механически, да, оптосистемный уровень управления или там, например, какой-то понятийный уровень управления должен быть. Желательно, чтобы было управление и системное, идущего из как бы интереса, в общем-то, по отношению к вам. То есть если вы интерес видите как внешнюю систему, то вы, получается, его как бы имеете как структуру внешнего мира, то есть вам интересен внешний процесс. Но если вы его формируете сами, вы берете процесс под контроль. И вообще в системе управления понятие интереса, то есть вы заинтересованы в управлении, вы имеете, ну, как бы комплекс, значит, тот, когда вам интересно происходящее, то есть вы можете, значит, участвовать в нем напрямую, вы видите, что в этом случае ваша душа воспринимает логическую фазу развития сознания. То есть душа, видящая, как логика сознания развивает процесс какой-то, значит, практически реализовывается в системе управления. То есть это колоссально, на самом деле, важно, это принципиальный момент в моем уровне учения о сознании, где ваши собственные мысли, например, да, ваше собственное действие совпадает с тем, что хочет от вас душа. А элементом совпадения, одним из критериев совпадения является проявление интереса к действию в данном уровне. Получается, что то, что вот в бытовом понимании, да, если интересно, то это, в общем-то, не совсем простая величина для сознания. Следовательно, эти элементы когда-то были заложены или Создателем изначально, то есть единым Богом, или вы где-то сами наработали свои задачи, и вам нужно их реализовать. Но задачи вы нарабатывали все равно с точки зрения первичного уровня организации мира.
Получается, что в данном случае мы приходим, в общем-то, к крайне важному понятию, что все внешние явления для сознания – это одновременно и явления, которые идут от Бога, то есть изначально заложены Богом, и одновременно явления, в которых вы можете принимать участие. Поэтому управление через сознание – это управление, которое, по сути, является управлением как бы богообусловленным и изначально заложенным. То есть Бог, Он же и дает именно этот уровень развития. Это можно понять на сознании. Здесь надо, кстати, совершенно четко разделить структуру между уровнем управления духом, или, например, душой, и уровнем сознания. Сознание – это величина другая по характеристикам и оптическим, и по характеристикам как бы скорости управления, действия управления и так далее. Поэтому в моей структуре учения о сознании желательно, чтобы не пересекались в понятийных, что ли, системах. Вот, например, мое учение о душе, о духе. Когда я говорю о душе и о структуре, например, сознания, я имею в виду, что, значит, так воспринимается душой. И когда мы, например, умеем воспринимать структуры души, духа и сознания, то мы можем создавать как бы многовариантную оптику. А здесь, как известно, что я уже об этом сказал, свет, рождающий следующий свет, и мы можем, значит, создавать уже материальное, и практически, в общем-то, все материальное, потому что, когда мы говорим о свете, который рождает следующий свет, то мы можем рассмотреть простой пример, каким образом, если мы берем, предложим, два элемента свечения, да, там, предложим духовное свечение в соприкосновении с душой, да, серебристо-белый цвет, находящийся возле сердца, в одной статичной системе, может быть, еще с некой функцией подвижности, и золотистый цвет сознания, то как мы организуем свое собственное тело. Начнем, например, с клетки, да, находящейся на сердце или там, на пальце, в общем-то, где угодно. Мы можем увидеть, что соприкосновение двух цветов практически организовывает целую материальную клетку. И вот процесс организации происходит через целое здоровое тело человека. Вот здесь есть несколько, может быть, необычный атрибут в понимании действия, да, через сознание, что управление происходит не, например, элементно, не, например, как-то там причинно-следственно или там последовательно, а именно через цельное здоровое тело человека. То есть действием организации должно быть целое ваше собственное тело. Или, в общем-то, другого человека, если вы оздоравливаете другого человека. В принципе, эта система очень, она, можно сказать так, многовариантна в плане вот, что ли, коммуникации, в том плане, что если вы организовываете клетку там, другого человека, то, вообще говоря, система управления может быть и ваше собственное тело. То есть свет, идущий от вас, дает управление, то есть, например, на излечение. Когда вы делаете такой универсальный статус управления, вы приближаетесь к физическому телу единого Бога. Когда вы имеете такое приближение, то вы имеете, прежде всего, свой собственный статус. То есть чем вы ближе приближаетесь к физическому телу единого Бога, чем вы его точнее осознаете, да, как бы правильнее, что ли, воспринимаете духовный уровень, значит, то вы получаете все больше механизмов организации собственного тела. И когда вы, например, делаете управление, идущее от вас, например, да, в сторону бесконечного развития, то получается, что тот элемент сознания, который сейчас я вам показал, и который мы рассмотрели в качестве действия, это есть, в общем-то, необходимый атрибут. Мы же свое тело всегда видим, всегда воспринимаем в структуре сознания. Получается, восприятие тела и сам факт существования тела – это элемент функции сознания. И поэтому изначально данное Богом, да, неразрушимое сознание, вообще говоря, как следствие имеет неразрушимое физическое тело, если тело правильно как бы осознает себя в структуре сознания. То есть, получается, есть следующий уровень осознания телом, физическим телом, структуры как бы божественного сознания данного человеку. И когда человек начинает это осознавать, то вот я привел тогда пример некого, как бы, в общем-то, по аналогии ближе, да, здесь уже больше как бы совершенно отдаленного уровня аналогии, можно так сказать, что гидрокостюм некий, да, прилегает к физическому телу. Я же не сказал, что просто костюм, то есть гидрокостюм, да, то есть я имел в виду, что человек еще где-то в нем может плавать, некая необычная среда для человека. То здесь я ввел понятие, как бы, в общем-то, больше априори до опыта данного управления другими людьми,
и в том числе до уровня его как бы реальной реализации. Зачем иметь гидрокостюм, чтобы их познать? То есть сознание позволяет познать без внешних атрибутов любую реальность. И когда я, например, привел в пример такое, в общем-то, несколько необычное для, может быть, многих людей понятие как гидрокостюм, я имел в виду, что здесь мы прежде всего имеем в виду, что тот, кто одевал гидрокостюм, он знает, как он там тянется, кто не одевал, он может предположить. И они, в общем-то, разные, да, то есть универсальность действия сознания направлена на то, что если приводится, пусть даже несколько абстрагированный элемент в познании, вы все равно можете познать любую другую систему. Например, как действует Бог между сознанием и физическим телом человека. Так вот, Бог действует фактически здоровым телом человека. Он действует исключительно просто нормой для тела и нормой тела. То есть он действует так, что у человека все нормально, человек здоров, и это и есть действие Бога. А для этого просто нужно посмотреть, как это действие происходит как бы внутри вашего сознания, то есть как вы осознаете это действие, в общем-то, в самом себе. Я опять говорю о себе как о системе, в общем-то, больше познания, где ваш внутренний мир, как бы, да, информационный внутренний мир, духовный внутренний мир, это есть уровень, где вы делаете управление, идущее больше как бы внутрь себя. Вот здесь вот идущее внутрь от внешних задач. Вы часто обращали внимание, что внешние задачи вызывают там самоуглубление, да? И, в общем-то, это обычный механизм мышления человека. Сделать его управляющим можно, если вы одновременно с этим действием, предложим, да, делаете управление по самоорганизации каких-то процессов. Предположим, вы хотите организовать, предположим, там, действие голоса, информационное действие голоса. То есть вы говорите о действии, предположим, такое, что идет эффект оздоровления или эффект управления по, например, норме событий. Тогда получается, что вы делаете создание, прежде всего так, что вы же организовываете сначала физическое тело, потом вы делаете, например, управление через голос, да, потом вы делаете управление, в общем-то, как бы внешней фракцией сознания, то есть, например, внешним неким элементом, оптическим или понятийным. Вот здесь вот мы пришли к тому, что понятийный элемент управления – это там, где совмещено и действие тела, и, в общем-то, мы можем сказать, что внешняя реальность, она здесь также достаточно развита. То есть мы можем сказать, что когда человек понял, то есть соприкосновение внешней структуры сознания и его собственного уровня. Вот понимание на границе вашего сознания и как бы внешней системы сознания, это есть взаимодействие, где, в общем-то, вы дифференцируете, как управлять внешней фракцией сознания, по сути. То есть здесь надо быть повнимательнее, потому что в процессах лечения, прежде всего, человек должен видеть благоприятный уровень развития своих собственных событий. И когда вы в процессе управления будущие события делаете, например, достаточно благоприятными, то вы видите, что так же, как по аналогии, да, ребенок видит совершенно там четко обозначенное будущее, хотя он еще же не развит, да, например, там в первые, возьмем, предположим, 2 недели его развития от зачатия, он видит совершенно прозрачное будущее. Возникает вопрос, а как он видит, если, например, уровень его реакции, он не определен, да, в виде там глаз, слуха и так далее. И здесь возникает тот элемент, что в сознании уже заложены элементы восприятия, которые аналогичны практически слуху, аналогичны зрению, но они просто-навсего существуют в виде четко обозначенного будущего, то есть в виде сигналов, идущих с будущего, по сути. И получается, что если мы эти сигналы дифференцируем правильно, то эти сигналы есть то, что организовывает физическое тело человека. С этой точки зрения все будущие процессы, все, что человека касается в плане его развития, это есть идущее из будущего, например, некое действие или какая-то информация. И для человека часто бывает проще воспринимать именно как бы дорогу к Богу, то есть именно уровень взаимодействия с Богом как уровень будущего. Хотя человек всегда имеет возможность выйти через прошлое, там, рассмотреть структуру прошлого развития, да? Но для человека, который только что зачался, только начинает развиваться во внутриутробном, например, уровне, здесь больше будущие события. По аналогии с этим мы можем посмотреть, как тогда
для человека, значит, выход на Бога – это есть прошлое событие, то есть через прошлое. Почему по аналогии? Потому что, как я сказал, есть понятие, ну, как бы неких, да, песочных часов, некое сужение информации, где переход из одной области в другую – это просто-навсего ваше собственное волевое действие. То есть в сознании существует уровень, где вы можете волевым действием работать просто с помощью аналогии. И получается, что здесь вы можете, в общем-то, достаточно просто увидеть, каким образом человек, имея какие-то прошлые системы развития, может через любую систему выйти в систему контакта с Богом. Аналогия, как я сказал, правда, она обратная, но она очень простая. Ребенок, который еще не имеет органов, предположим, слуха, да, глаз и так далее, он контактит с Богом в плане положительности событий, и он знает, что Бог находится для него в первую очередь в его будущих событиях. Также и человек, живущий, ну, скажем, уже после рождения, да, который имеет какие-то прошлые события, всегда выходит на Бога, ибо прошлые события – это и есть действие Бога в том числе. Другой вопрос, как человек в прошлых событиях себя вел, да, правильно ли он там с его точки зрения вел или с точки зрения Бога. Следовательно, на прошлое можно посмотреть как на элемент как бы аккумулирования систем контакта с Богом. То есть у человека, получается, не только будущие события, значит, дают ему резерв, да, контакта с Богом, но и любые прошлые. То есть чем больше прошлых событий, тем человек, получается, больше Бога может познать через любое прошлое событие. Следовательно, с точки зрения сознания, как бы его нормального, да, функционирования, как бы именно в плане изначально данном от Бога, человек, чем больше он живет, тем он больше должен становиться как бы резервнее в плане развития следующих уровней жизни. То есть многорезервная система у него появляется. Тогда возникает вопрос, почему все-таки он стареет и не пользуется этой системой. То есть почему он, например, при таком, значит, качестве сознания просто не живет вечно, а, например, вот как бы имеет какие-то проблемы, да, биологические. Здесь как раз-таки вводится именно функция свободы выбора человека. То есть человек в данном случае постоянно выбирает, либо он любое прошлое событие использует для контакта с Богом, для понимания, да, этого события в следующем действии, и следующее действие становится гармоничным. И, например, если человек имеет ясновидение, то он может как бы сделать, да, правильное следующее действие, где понятие синхронизации с прошлым часто уже входит в понятие видения будущих событий. Следовательно, понятие точности у человека возникает в данном случае таким образом, что вот эти прошлые события, они формируют своеобразную оболочку, ну как бы оболочку наоборот, да, что все, что человек прошел там, в своем физическом теле, это есть его оболочка, и при этом он глубже как бы уходит в структуру изначальную свою. То есть большее количество действий больше приводит к изначальному уровню понимания. У человека развивается именно тот свет сознания, который изначально дан ему Богом, Создателем. И если, например, человек считает, что, ну, там, возможно, например, система реинкарнации, да, в условиях, там, возможно, там, глобального уничтожения, то получается, что он, в общем-то, может, ну, на этой точке зрения считать, что да, процессы старения, они достаточно нормальные, или он там видит систему биологических каких-то проблем. И если вот здесь вот задаться вопросом просто смысл, предложим, ну, делать систему сопоставимой, да, в данном случае, зачем делать по аналогии, если можно, значит, развить систему сознания и делать не по аналогии, а как бы лично по своей системе, там, для себя развиваться вечно. То здесь вот работает еще одна функция сознания, которая совершенно однозначно дана Богом каждому и к которой никому вообще доступа нет. То есть человек изначально совершенно свободен и независим. То есть вот в принципе повлиять на человека никак нельзя с точки зрения сознания, по сути. То есть он здесь выбирает вполне то, что он хочет. Вот здесь как бы существуют совершенно четко обозначенные линии, через которые никакая внешняя информация, в принципе, ненужная человеку, она не пройдет. И поэтому, когда я говорил о контурах сознания, я говорил еще о том, что
умение выделять оптическую структуру сознания, то есть видеть, что есть внешняя информация, да, что есть ваша как бы внутренняя информация или задачи вашей души. Это очень важно в плане, в общем-то, коммуникации даже, то есть более гармоничного решения с точки зрения будущих событий, прогностики, например, всеобщего развития каких-то ваших действий. То есть получается, что чем вы точнее выделяете структуру собственного сознания, тем вы точнее, в общем-то, при больших количествах даже своих действий, при этом именно таких, которые синхронизируются, именно у вас есть синхронизация с внешним уровнем развития, то есть вы можете иногда как бы многие действия не делать полностью, да, их, в общем-то, даже можете делать или очень быстро, да, те, которые, например, там лично ваши, то есть вы поставили цель, но вы можете эту цель не выполнить. Если вы идете в один магазин, не обязательно именно в него идти, там что-то покупать, вы можете в другом купить. То есть именно вот возможность не делать цель, там, не проговаривать какое-то действие полностью там, в словах и так далее. Это вот многовариантная система, которая касается того, что вы свободны в любом действии с точки зрения сознательного принятия решений. И получается, что когда вы выбираете, например, сознательное вечное развитие, то, по сути, в общем-то, остановить вас логически никак нельзя. То есть вы вполне можете постоянно развиваться, если только вы умеете экранироваться, да, как бы не принимать на свой счет информацию, там, предположим, там, каких-то биологических проблем, там, старения, болезни и так далее. То есть вы как бы здесь просто строите свой путь. Более того, чем вы точнее и ярче строите свой путь, то есть вы ходите постепенно, предположим, или сразу на золотистый какой-то спектр, предположим, свечения, то какой-то из спектров свечения, можно так сказать, здесь в данном случае, то здесь получается, что вы тем самым другим также показываете дорогу, потому что люди понимают, что вы это делаете осознанно, потому что, в общем-то, неосознанно такое движение совершать, по сути-то, и нельзя. То есть человек всегда движется в сторону, например, там, бесконечного развития только осознанно. Если, предположим, речь идет о конечном развитии, это может быть какой-то уровень внешнего влияния. При этом, в общем-то, развитие подразумевается конечное, в каком-то, может быть, деле. Да? Вот есть некая практика, говорящая о том, что вот несколько лет в одной специальности, потом там в другой и так далее. И здесь получается, что вот если как бы идет исчерпывание в какой-то одной, то надо переходить, например, чем-то еще параллельно заниматься. Вот понятие вот этого занятия синхронизируется с тем, как человек, в общем-то, взаимодействует на уровне глубокого духа, на уровне как бы глубокого, что ли, статуса души для сознания с своими органами внутренними. То есть каждый орган имеет, в общем-то, по сути, свой собственный путь, да, свою структуру развития. Сам человек имеет, как носитель, да, в общем-то, внутренних систем, внешних, имеет тот уровень, что когда вы начинаете, предположим, думать о мире на уровне, в общем, как бы его глубины положения, то есть мир находится в достаточно глубоком статусе вашей собственной души. То есть вы для сознания вы видите мир очень глубоко всегда. То есть сознание не может, по сути, воспринимать мир не глубоко, в общем-то. Иначе оно получается, что дезориентируется. И когда вы на уровне сознания воспринимаете мир, то вы имеете максимально всегда глубокий статус. И когда вы хотите перейти еще глубже, вы уже тогда попадаете в структуру собственной души. А душа, она уже всегда регулирует внешний мир и внутренний. Получается, что чтобы научиться, например, регулированию мира, то есть, проще говоря, там, например, лечить, управлять и не создавать прецедентов для создания, по крайней мере, там, для начала глобальных катастроф, то здесь достаточно на сознание воспринимать, а как душа, вообще говоря, взаимодействует с внешним миром. И когда вы уже это действие начинаете видеть, то вы получаете достаточно, в общем-то, простую картину. Есть некое внутреннее свечение, находящееся, вообще говоря, вначале вы входите как бы внутрь физического тела, то есть такое впечатление, что находится как бы внутри физического тела, это свечение. Но дальше вы переходите выше, потому что, по сути, вы приходите к той душе, которая изначально создана Богом. То есть вы приходите к месту, возле которого создалась ваша душа, Богом.
Когда вы видите, что это есть отраженное свечение, это есть структура вашего сознания. То есть вот отражение души во внешнем мире, это есть структура вашего сознания для Бога. Когда вы видите такую оптику и начинаете связывать эту оптику, например, со своими событиями, то получается, что ведь Бог, Он не делает каких-то там движений просто так. Любые внешние события, Он как бы вот раскидывает, да, цепь или структуру событий, то вот это отражение, это и есть ваше событие. Следовательно, ваше сознание уже присутствует в будущих событиях. И стоит только эту нить как бы потянуть на себя, будущие события достаточно просты. Я все время веду к тому, что нужно будущие события по возможности знать максимально четко. И тогда получается, что понятие ясновидения здесь очень простая, в общем-то, как бы поисковая система. Да? В понятии ясновидения достаточно выделить нить присутствия сознания в будущих событиях, и вы все видите. Более того, если нить еще где-то подкорректировать, потянуть как бы с одной стороны или с другой, то вы получаете управление событиями. Вопрос только в том, как управлять. Тогда надо через уже структуру собственной души посмотреть, как это делает Бог. А смотреть через душу на события, это достаточно просто. Душа всегда видит, что делает Бог. Значит, другой вопрос, что если душа смотрит на события, да, и контролирует их, то всегда ли она воспринимает, что делает Бог как бы в плане действия с этими событиями. Здесь опять понятие управления скоростью процессов. То есть, если вы, например, едете за рулем, да, делаете какое-то быстрое действие, вы же часто не обращаете внимания на внешние системы. А здесь стоит задача обращать внимание все-таки еще на внешние системы, то есть стараться увидеть сигнал, идущий именно от Бога. Так вот, это делается духом, который находится в физическом теле. Дух, находящийся в физическом теле, контролирует, что делает Бог по отношению к душе и ко внешним событиям. Таким образом, я обозначил в вашем сознании и нашел фактически уровень духа, который, в общем-то, является управляющим. Да? Вот есть понятие Святого Духа, внешнего Духа, именно по святости внешнего, то есть идущего от Бога. Когда вы в сознании находите эту структуру, вы видите, что вы сразу же входите в структуру равновесия. Ведь, предположим, я даю управление, да, в плане как бы такого уровня, где есть фаза управления, которая, может быть, можно было бы ее назвать как интеллект, проявленный в управлении, да, всеми людьми или каждым отдельно. Но дело в том, что если мы смотрим на понятие интеллекта совместного, то интеллект как таковой максимальный у Бога. Когда интеллект Бога и человека совпадает, то получается, что мы находимся в гармонии по отношению к его задаче. И мы видим задачу уже, в общем-то, не явно, то есть мы о ней не говорим. Есть задача вечного развития, она есть, она, в принципе, действительно есть, вот она находится там среди нас сейчас, да, мы ее воспринимаем, так вот мы ее воспринимаем тем духом, о котором я сказал, духом, находящимся в физическом теле, но проявленным, предложим, во внешней системе, во внешней среде, например, среди вас, вот в нашем зале сейчас, например. Получается, что дух, который именно соприкасается в том числе и находится внутри тела, он обязательно проявлен во внешней системе, обязательно. И при этом он проявлен именно на уровне, где присутствует действие Бога. Как бы очень высокий уровень вибрации, да, как бы, как, например, свежий горный воздух. Когда вы смотрите на, например, данную систему таким образом, что вы видите эту вибрацию, то есть вы начинаете управлять какими-то звуковыми процессами действия, процессами внешнего мира, внутреннего, там, предположим, по отношению к данному зданию, управление, что все вокруг здания в норме, по отношению к каждой вашей клетке или к вам, по отношению ко всем в зале, то вы видите, что также работает и сознание, так же, как и дух, который вы восприняли через сознание. То есть достаточно через сознание всего лишь навсего, просто навсего воспринять некий элемент управления, и вы начинаете действовать точно так же. То есть система становится неразрывной, вы передаете знания практически мгновенно, и поэтому по моему учению о сознании передача мгновенно только потому, что вы действуете правильно. Вот стоит вам только правильно сделать, так как ставит перед вами задачу Бог, и это совпадает с задачами души, изначально созданной, всем известно Богом, мы имеем, в общем-то, колоссальный уровень энергии, можно так сказать, который, в общем-то, не исчерпаем.
И данная энергия находится только лишь в правильном познании функции как бы распределения вот этих светооптических систем, в том, как действует Бог в понятийных системах. И это все опять сознание. То есть вот эта динамичная система управления, это ваше сознание, которое проявлено в вашем действии. Поэтому, когда говорят, там, делайте добро, делайте так, чтобы было больше пользы, да, от ваших действий, то по сути это есть, в общем-то, совершенно прямая работа сознания, и эта работа происходит по сути всегда. То есть если вы на это обращаете внимание, со стороны как бы, да, вы видите эти процессы вокруг вас, вот дети часто обращают внимание на некие внутренние процессы, как отражение внешних систем мира. Ну, воспринимают это за некие мечты, за некие образы, а по сути это работает их сознание в структуре формирования событий. Для ребенка каждое событие, каждый образ – это и есть формирование будущего. И получается, чтобы человек жил вечно, каждый следующий уровень формирования событий должен сводиться к тому, что даже как бы следственные события фокусируются в уровень вечного развития, то есть в уровень дела для вечного развития. То есть опять возникает структура дела для развития. И вот эта фокусировка, она уже переходит к тому, что вместо как бы формы, да, песочных часов мы имеем сплошной цилиндр, это, скажем так, просто бесконечный луч света, который становится управляемым уже. То есть как только вы начинаете уметь управлять этим лучом света, то вы можете его направить просто очень простым там, логическим усилием в какого-то там человека, он оздоровится при этом, часто мгновенно. Вы можете его направить, этот столб событий, в какую-то область, да, не произойдет землетрясение, предположим. То есть вы проникаете, ну или, скажем так, начинаете иметь доступ к достаточно мощной оптической системе, которая существует в среде вашего сознания, потому что сознание – это наиболее каноничная система, наиболее нормированная с точки зрения именно процессов управления. И ведь понятие души мы также осознаем через форму и структуру сознания. Но часто мы осознаем душу, потому что душа более высокое понятие непосредственно. Просто доступ – это и есть путь к душе, а сознание – это то, что вы имеете всегда. В этом разница. Например, в чем разница между там, физическим телом человека и физическим телом единого Бога? Это практически одно и то же, только лишь разница в том, что путь человека к физическому телу единого Бога. Это понятийная система. И когда вы, например, делаете управление, идущее от вас, то вы видите, чтобы вы, например, действовали так, как вот в истории цивилизации, да, идет действие, направленное на созидание, то, в общем-то, ваше сознание – это есть величина, которая содержит какой-то предшествующий опыт и содержит часто опыт, в общем-то, как бы неявно. То есть вы знаете, что вот в истории цивилизации там есть некие процессы, которые, ну, предложим, там, в учебниках истории они описаны, они были положительны, но ведь масса других процессов, которые не описаны, также как бы, да, попала в копилку следующих событий. И получается, что если осмыслить все следующие события, то понятие старения не наступает просто, нет формы перехода. То есть вы через все прошлые события просто-навсего фиксируетесь в статике просто развития мира от своего, предположим, там, спокойного состояния, то есть от своего нормированного состояния, от своего любого состояния, в плане как бы созидательного действия. Да? Вы можете, в принципе, ничего не делать, там, читать книгу, при этом вы не стареете, при этом вы, например, развиваете цивилизацию, там, бесконечное развитие, но для этого получается, что первым уровнем он не является, в общем-то, необходимым уровнем, но, тем не менее, это является одним из возможных уровней осознания всех прошлых событий. Даже тех, о которых нигде не написано, да, ничего не известно. Поэтому всегда стоит вопрос воскрешения именно всех, то есть нормирования всех событий, которые были, например, да, деструктивны. Потому что это и есть структура, как бы платформа именно вечного развития для структуры развитого сознания, когда человек просто на своем сознании развивается вечно. И если человек на своем сознании уже научился развиваться вечно, тогда получается, что мы, в общем-то, имеем здесь достаточно развитую систему мира, потому что любое действие человека, где есть совершенно как бы прямой уровень свободы выбора, любое действие направлено на тогда уже вечное развитие.
Ведь любое действие человека относится все равно к сфере сознательной деятельности. Есть, ну, предположим, там некие теории, конкретные практики, где есть совершенно разные системы описания этого процесса, но тем не менее, если мы говорим об уровне сознания данного Богом, то мы говорим об том истинном фактически сознании, о котором, в общем-то, все люди говорят одинаково, в том числе одинаково. То есть, например, сознание направлено на вечное развитие, все люди могут говорить, да, есть такое, например, да, сознание. То есть одним из элементов обобщенного сознания является, что, ну, в общем-то, данное сознание, оно понятно всем. Когда вы, например, с точки зрения Бога начинаете на данное сознание смотреть, то вы видите, что все элементы реальности связаны, в общем-то, совершенно идентичными формами друг с другом. И одна из этих форм – это сознание человека. И когда вы выделяете из бесконечного множества форм только лишь форму сознания человека, то внешний мир становится очень простым и управляемым. То есть, по сути, управление – это, в общем-то, несложная величина с точки зрения вот, именно моей структуры учения о сознании. Здесь, получается, достаточно выделить всего лишь навсего форму сознания человека в бесконечном уровне процессов мира. И в этой форме содержится вся внешняя и внутренняя реальность. Задача выделения всего лишь навсего в том, что вы должны, как я сказал, увидеть свою собственную душу, да, в этой фракции сознания, как бы сначала ее увидеть, а выделить все-таки уже технологически. То есть выделение должно быть технологическим, тогда вы достигаете решения всех вопросов именно в технологическом порядке. Сознание – это все-таки в том числе и бесконечное количество конкретных, совершенно точных технологий. Поэтому вы постарайтесь сейчас сделать таким образом управление, выделить в бесконечном уровне свечения, да, например, там множество значит, элементов оптически, выделить просто форму сознания человека. Форма может быть просто сфера. В этой сфере вы увидите все свои будущие события и сделаете их управляемыми, так как вам нужно, и всем получается одновременно, что сознание – это универсальная величина. Так что сделайте это управление, я поработаю вместе с вами. Старайтесь будущее видеть все-таки совершенно ясно. В этом управлении требуется совершенно четкое видение будущего, пусть, например, очень отдаленного, да, стратегического, возьмите, предположим, там 25 лет вперед. И конкретно найдите, что вы там делаете. То есть посмотрите положительный спектр событий на таком удалении. Старайтесь делать совершенно конкретно в этом управлении, потому что будущее, когда оно дальше, в принципе, оно более устойчиво, на самом деле, для восприятия. Хотя бы, если вы фиксируете один уровень нормы, да, то эта норма, она светит все время на вас. И это свечение может быть тоже бесконечно. Когда вы переходите на это свечение, вы уже имеете золотистое. То есть серебристый переходит в золотистый, потому что вы правильно настроились, всего лишь навсего. Ваше тело – это как система, ну, настройки на задачу именно божественного действия. И когда вы начинаете решать свои частные задачи, например, то старайтесь их решать все-таки совершенно прозрачно, чтобы это было видно, что произошло решение на уровне нормы. Ведь человек, в общем-то, он достаточно спокойно воспринимает любую норму своего действия. Вот, например, вы, совершая какие-то действия, вы же достаточно спокойно относитесь к тому, что эти действия совершаются. Предположим, там, через час, месяц, да, день или, там, может быть, даже несколько лет. А почему, например, существует разница, если мы рассматриваем, да, бесконечное будущее? В чем здесь разница? Для сознания вообще-то разницы нет. Сознание – это очень универсальная величина, которая воспринимает любое действие как норму. Действие нормируется. И поэтому, когда вы как бы через фильтр сознания, да, созданного именно Богом, значит, начинаете воспринимать внешние события нормируются. Они к вам, вообще говоря, в большей степени нормированными приходят. И стоит только изучить этот механизм, достаточно тогда как бы отражение внешнего мира на сознание ставить правильно, то есть как бы регулировать платформу сознания.
и вы получаете норму. Ну, предположим, часто, значит, бывает ситуация, что если человек вдруг начинает что-то предчувствовать, он как бы внутренне сжимается, да, и у него возникает некий экран, и события потом уже все-таки оказываются нормальными. Вот этот элемент сжатия, как бы внутреннего сжатия, он похож на то, что человек мысленно сжимает свое физическое тело. Получается, что мысленное сжатие физического тела – это есть управление нормой, то есть переход, в общем-то, в бесконечный статус развития событий. Потому что, по сути, если, например, не нормой считать там, старение или, там, предположим, болезнь ясно, что не норма, да, старение, в принципе, с точки зрения бесконечного развития тоже не норма, с точки зрения функции сознания, в принципе, не норма. Получается, что здесь мы получаем вполне объективный уровень технологический, как бы мысленно, внутреннее сжатие физического тела, значит, приводит к нормированию, то есть чем мы сжимаем, то есть более концентрированным в плане мышления делаем тело, тем более управляемо событие. По логике так и есть. Бог – это есть максимальный уровень, да, концентрации, в том числе с точки зрения обычного физического тела человека. И он может управлять любым событием. Следовательно, получается, что сжатие как бы оптическое приводит к большей управляемости. На уровне как бы рычаговых систем, даже обычных, да, обычного сопромата так и есть. Если границу рассматривать, например, как систему как бы опорную, то стоит только в одной точке где-то заактивировать оптический луч, и можно сразу рассчитать, на какое расстояние можно управлять. Предположим, внутри тела, если взять в проекции сердца на 1 сантиметр, как бы вдоль кожи даже, да, провести управление, то через кожу идет управление, предположим, там на 1500 километров. То есть очень четко видны линии, как бы в счетном даже варианте, очень просто считается, куда идет управление. И когда вы начинаете вот такими расчетными величинами пользоваться, хотя ими, в общем-то, не обязательно пользоваться, но как бы здесь очень просто можно определить импульс, действие, результаты, зафиксировать, где произошло управление. Вы видите, что стоит только лишь, например, поставить функцию сознания как функцию влияния, идущую от логического уровня управления через физическое тело, вы видите, что норма тела – это есть, вообще говоря, ну, как бы первый закон сознания, который входит в любой логический импульс. То есть любое ваше действие всегда приводит к тому, что вы начинаете действовать через нормирование физического тела. И когда этот уровень нормирования связан еще идеологически, да, с системой всеобщего развития, вечного развития, бесконечного развития, вы видите, что вот этот уровень связи, он идет уже идеологически на уровне взаимодействия с Богом. То есть Бог есть друг, то есть он тот, который с вами дружит, он идет туда же, в общем-то, он вам показывает такой же путь. И получается, что вы, переходя на понятие «Бог есть друг» для вас, значит, ну, для всех, в том числе дающий вечное развитие, вы имеете очень устойчивую платформу от его дружелюбности. И когда вы это видите через соприкосновение с своим сознанием, то здесь проявляется уже следующая жизнь. То есть вы можете жизнь давать. Ну, если, например, задаться вопросом, как в принципе устроено воспроизводство жизни на Земле. Естественно, да, дружеское отношение, то есть логическое отношение на вечное развитие, в том числе Бога, но ведь вы же должны как-то еще воспроизводить на уровне сознания. И вот понятие дружбы с Богом, понятие, значит, его дружеского отношения, это есть то, что вам дает путь, то есть следующий уровень воспроизводства. То есть рождаются дети, создаются события и происходит развитие жизни. Когда вы начинаете двигаться от этой среды к себе, да, к системе, например, развития внутреннего мира, то вы видите, что управляемость внешними процессами – это естественное ваше состояние. С точки зрения, например, даже спящего состояния там, организма. Да? И в этом случае сознание, оно, в общем-то, вовсе не спит, оно практически не меняется с точки зрения управления, по сути. Достаточно только правильно, как бы в центральной правильной позиции находиться человеку. Тогда получается, что все процессы, которые, например, требуют управления, я здесь, вот, в общем-то, не затрагиваю каких-то элементов, которые нужно, например, восстановить с точки зрения того, что они реструктивны. Я сейчас говорю больше о процессах
тех, что мы должны наращивать и можем наращивать свой собственный ресурс с точки зрения управления внешними процессами. Так вот, с точки зрения наращивания ресурса, получается, что сознание человека – это есть область, которая как максимально приближена с точки зрения его логического восприятия к физическому телу человека, так и к Богу в плане именно границы сознания. Вот граница сознания – это там, где дальше есть Бог. То есть за границей сознания просто Бог. И когда вы, например, данную как бы величину начинаете воспринимать как векторную, то есть свет, идущий от очерченной границы сознания, это есть структура Бога, это есть сам Бог, дающий этот свет, то получается весь внешний мир, он же вам получается абсолютно дружелюбен, ибо Бог создал мир для жизни. И здесь достаточно выявить структуру развития собственного сознания вот, ну, как бы в такой понятийный аппарат, да, в эту реальную структуру мира, ведь понятие и реальная структура мира – это одно и то же, когда речь идет о вечном развитии. Вы можете увидеть мир совершенно на той же концепции, что вот, ну, в обычном, что ли, варианте бытовом, и при этом без всяких там каких-либо специальных состояний, там типа трансовых или каких-то специальных техник в этом плане, увидеть, что весь мир – это есть мир, данный Богом для положительной, для вечной жизни. То есть он как бы начинает иметь идущую от вас выпуклость, да, вы его раздвигаете, вы создаете ему как бы структуру вечного развития, по сути. Вы придаете ему статус вечного развития. Потому что логически действительно так стоит вам только научиться как бы передавать то, что вы, например, можете освоить самостоятельно или уже освоили, то весь внешний мир становится более вечным. То есть конструкция мира становится более управляемой. Она будет, в общем-то, вам видна. То есть обратите внимание, что после сегодняшнего семинара, где в лекционной части я показывал больше технику все-таки управления по оздоровлению, в качестве примера я взял структуру именно оздоровления. И когда вы рассматриваете свою часть работы, семинар именно в том, что вы также работаете, а учитывая, что я делаю структуру материала именно впервые сейчас, то есть первый раз, да, я произношу данные слова, я делаю данную технику управления тоже первый раз, то как бы научиться совершенно несложно. Ведь вы же, ну, предположим, вот идут там какие-то работы, да, там плотницкие. Если человек первый раз делает какую-то работу, вы же можете так же делать, да, элементарно. Получается, например, если рассмотреть, что любое действие, которое происходит первый раз, да, а ведь оздоровление это часто тоже первичное действие, то есть надо впервые сделать такое управление, чтобы, например, там, быстро восстановиться. Ведь часто это совершенно неповторяемое действие. Любое лечение это всегда, как правило, следующее действие, или часто совершенно отличающееся от предшествующего в плане, что ли, как бы дальнейших, да, прогностических задач, где прогностика всегда положительная, но вот действие света в будущее может быть разное. И также устроен весь мир, что все, что создается первично, оно обладает первичным уровнем макроустойчивости. То есть максимально устойчиво то, что создается как бы в реальном времени и часто первично. Лучше, если первично. Бог создал первично реальность, и она вечно, ее как бы разом создал, и все. И получается, когда вы начинаете работать с какой-то системой управления, старайтесь вот этот уровень первичности, так же как и первичность как бы вашего уровня сознания, то есть вы получаете удовольствие от развития сознания в какую-то систему, тогда вам будет уже, ну, в общем-то, не страшно там диагностировать реактор, смотреть, какие процессы там происходят, он же не взрывается. Вы можете вполне работать с системами, которые отрицательные, но у вас существует вот этот блок как бы независимости сознания, то есть экран человека совершенно независим, к нему, как я сказал, от Бога есть только доступ, по сути. И поэтому любые внешние процессы, часто процессы, которые, значит, в общем-то, человека радикально не затрагивают, но более того, они управляемы. То есть старайтесь через структуру, значит, именно развития своего сознания управлять любой системой, при этом старайтесь управлять так, чтобы вы, в общем-то, приносили как можно больше, что ли, управляющего действия, по возможности
конечно, да, здесь сопереживание, это все понятно, такое всегда происходит на уровне души. Душа всегда сопереживает, потому что у души нет экрана. То есть у вас уже есть уровень сопереживания. А вот сознание позволяет технологически это делать в больших количествах. То есть если, например, спроецировать свет сознания на все ядерные станции мира, или там на все самолеты, да, чтобы в данный момент они не упали, да, или там какие-то другие действия, чтобы не было глобальной катастрофы, достаточно одного уровня сознания, в общем-то. Вот конкретно вот можно вот здесь я его засветил перед собой, и вы все приняли участие, все. Этого сейчас не происходит. Как сделать, чтобы этого не было, например, вечно? Старайтесь просто технологию наращивать как бы с опережением, то есть сознанием следующего уровня, без, конечно, спешки, да, без часто, может быть, какой-то специальной, что ли, технологии увеличения скорости, а именно вот по цели задачи вечного развития просто должно формироваться еще и сознательно. Вот здесь я ввел такую фразу, что именно сознательно с точки зрения вашего свободного выбора. Потому что стоит только вам сделать лично свободный выбор, тогда получается это все и реализуется. Действительно, да, реально наступает и развитие технологии вечной жизни, она сама, вечная жизнь, реально наступает для всех, причем с точки зрения передачи, да, в дальнейшем информации. Но, по крайней мере, если даже большинство людей осваивает эту технику, это гораздо проще следующее. Спасибо большое за внимание. На сегодня я заканчиваю семинар.